Итак, дорогие друзья, всем доброго утра. У нас уже утро наступило. Но я работаю и дарю вам еще один красивый и сильный ритуал. Но дарю мужу и жене. Хочу вам сказать, что когда в семье есть уважение, когда в семье есть любовь друг к другу, это залог успеха. Тогда супруги получают от судьбы все блага. Когда нет измены, когда нет вранья, когда нет лицемерия, когда все искренне, все честно, когда люди пытаются понять друг друга, поддержать трудную минуту. Вот это и есть супружество. Когда некоторые говорят, лишь бы был муж, какой-никакой муж, вот это очень трагично звучит, потому что муж не должен лишь бы быть и какой-никакой. Он должен быть опорой, он должен быть другом. Ты не должна бояться ему рассказать свои проблемы, свои трудности. Он должен мудро это понимать. Точно так же касается жены. Я очень много провела видеолекции, рассказывая о семейных отношениях. И приводила примеры из своей жизни, из своих ошибок, своих просчетов для того, чтобы люди, которые создают семью или уже создали, понимали, как себя правильно вести. Мне пишут женщины разных возрастов. Я хочу вам сказать, что я даю им такие дельные советы, которые помогают им правильно жить. И я считаю, что я вправе это делать, поскольку я в этой жизни очень многое прошла и выстрадала это право. Но в любом случае хочу сказать, что когда муж хорошо обращается с женой, то силы Вселенной благословляют такого мужчину. В семье, где женщину уважают, любят, почитают, где ее слово не последнее место занимает, в этой семье всегда благополучие. Вы заметили? Там, где женщине дают право быть хозяйкой семьи, там, где женщина не последнюю роль играет, эта семья процветает. Более того, страна процветает, где женщина имеет право голоса. Вы посмотрите страны, где угнетают женщин. Там растут трусливые поколения, жестокие люди, потому что битая мать не может воспитать достойного ребенка. Битая мать, она воспитывает, как правило, такого себе на уме, загнанного такого звереныша, который всеми силами пытается выжить, видя угнетение матери. Только сильная, только разумная, только уважаемая женщина может воспитать достойного сына, ну и дочь в том числе. Так что учтите. И вот посмотрите на примере тех стран, где женщина угнетаема, где женщина не имеет права голоса, где женщина живет страшной судьбой. В этих странах нищета, беспорядки, революции, бунты, кровь и прочее. Потому как женщина – это начало-начало, она мать. Мать Родина, говорим мы, да? Мать Земля, мать Вселенная, матери-богини, материнское начало. Рождение жизни, рождение всего нового, всего хорошего, всего приятного, правильного, что есть на земле. И если мы это начало обижаем, то силы мстят этому человеку, мужчина ли это или страна, неважно. Одним словом, женское начало должно быть почитаемо. Следующий момент. Вместе перебирать украшения, считать деньги. На самом деле это не просто семейная какая-то традиция, это, скажем так, определенная энергия, которую вы отдаете своему имуществу. Вместе решать, вместе покупать, вместе ездить.
эти процедуры, они усиливают поток денег, поток богатства. Тоже заметьте, когда муж и жена делают вместе покупки, вместе ездят, берут вместе, обсуждают, они всегда в выигрыше. Когда жена отдельно от мужа что-то хочет купить, скрывает от него, когда муж скрывает от жены, они всегда в проигрыше. То есть единое богатство. Вы понимаете, понятие семья, понятие штамп в паспорте и прочее, это не просто так голословные такие выражения, это не просто заявление из ниоткуда, это определенные печати, это определенное напутствие, это определенная энергия, которая приходит в вашу жизнь, и в этой энергии, собственно, создается ваша семья, династия, поколение. Ведь смотрите, даже если у вас двое детей, они женятся, у них будет по двое детей, то у вас уже получается 6 детей, да, с их детьми вместе. Дальше у тех детей будут дети. Через 100 лет ваше поколение будет целое село, может быть и больше. То есть смотрите, как на самом деле важно ставить основу жизни, семьи. Не зря в древние времена, когда сватали, проверяли до 7-го колена, нет ли там болезней, нет ли там душевных помешательств, потому что важно было знать, от кого рождаются дети, кто продолжит род, как касаемо женщин, так и мужчины. Итак, этот ритуал создан для супругов. Если супруги вместе делают ритуалы, значит, они могут вместе провести этот ритуал. Что для этого нужно? Нужно разложить на алтарь деньги, монеты, украшения. Одним словом, плод вашей фантазии. Вы можете делать то, что считаете нужным. Можете разложить на алтарь то, что вам хочется, то, что у вас есть. То есть здесь неограниченная фантазия. Свечи и прочее здесь не нужно. Нужно делать следующее. Да, и откуп здесь не нужен, поскольку вы платите вот этой энергией радости в этом ритуале. Перебирайте, пересчитывайте деньги, возьмите монеты вот так, кидайте на алтарь, собирайте. То есть трогайте украшения, надевайте, можете шубы накинуть на плечи, можете... То есть вы создаете такую некую игру, как бы сказать, такую семейную игру, да, развлечение, приятное времяпрепровождение с деньгами, с монетами. Ребенок ваш может соединяться. Только если это маленький ребенок, конечно, порвет. Поэтому допускайте уже ребенка осознанного, который понимает, ну вот пусть мерит кольцо, пусть играется и прочее. И будьте внимательны, чтобы куда-нибудь не положил и не потерял, естественно. Вот это вот такой семейный ритуал. Итак, перебирайте, вместе читайте до определенного места, где там нужно говорить слова мужу. Вот вы начитываете, и когда уже подходит момент, когда мужчина должен читать, женщина берет, ну, горстку монет, купюры, кольца, что-нибудь, значит, кладет ему на руки, вот так, на открытые ладони. Мужчина читает, и это все передает жене. Жена читает, это все передает мужу. Я вам в процессе объясню. Начитываете 12 раз. После можете все это собрать, разложить. Через некоторое время у вас будут заказы, если вы занимаетесь своей работой. Будут звонки, сразу же идут, начинаются звонки, просьбы, заказы и так далее. То есть сразу же вы выходите из положения. Потом точно так же дальше. Итак, начнем. Вы читаете вместе до определенного места. Сейчас я вам подскажу. Читайте вместе. Муж и жена. Одна судьба, одно дыхание, одна доля и богатство в 2 руки. Поле золотое, раздолье святое. Посреди поля золотого стоит дворец золотой. В золотом дворце за дубовым столом боярин с бояриней сидят.
Монетами гремят, деньги считают, золото да серебро перебирают, меха и шубы мерят, шелка на плечи кидают, богатство своих сундуков проверяют, деньги в руках мужа, боярин говорит да заговаривает. И вот так вот жена берет горстку вот всего и кладет ему на открытые ладони. Муж говорит, здесь только мужчина. Кручу, верчу, богатеть хочу. Чего коснусь, отовсюду деньги получу. Боярине своей шелка подарю, золотом одарю, меха ей на плечи кину. В сундуках серебро и злато, жить нам с женой сытно, ладно и богато. Спиридон, солнцеворот, с запада на восток, а богатство на наш порог. Пусть все сбудется в срок. Слово дело заклято. Живем отныне богато. Говорит муж, и снова вместе говорите. А у мужа в руках, пока он держит это все, что передано женой. Муж и жена, одна судьба, одно дыхание, одна доля и богатство в две руки. Поле золотое, раздолье святое, посреди поля золотого стоит дворец золотой. В золотом дворце за дубовым столом боярин с бояриней сидят. Монетами гремят, деньги считают, золото да серебро перебирают. Меха и шубы мерят, шелка на плечи кидают. Богатство своих сундуков проверяют. Деньги в руках жены. Боярине говорит, да заговаривает. И тут муж передает всю жене. То есть получается у нас, что 6 раз муж читает, 6 раз жена. То есть, периодичностью, где они вместе читают. Общее выходит 12 раз. Поняли? Здесь говорит жена. Бояриня говорит, да заговаривает. Кручу, верчу, богатеть хочу. Чего коснусь, отовсюду деньги получу. Боярину своему шелка подарю, золотом одарю, меха ему на плечи кину. В сундуках серебро и золото, жить нам с мужем сытно, ладно и богато. Спиридон, солнцеворот, с запада на восток, а богатство на наш порог. Пусть все сбудется в срок. Слово в дело, заклято, живем отныне богато. Я извиняюсь, здесь я забыла. Слово в дело обернись. Заклято, живем отныне богато. Неважно, следующий буду читать правильно. Бывает, устаю до утра работать, не всем дано. Итак, все, жена держит это все в руках. Теперь вместе читайте до того момента, пока муж будет читать, снова передает она ему. Муж и жена, одна судьба, одно дыхание, одна доля и богатство в две руки. Поле золотое, раздолье святое, посреди поля золотого стоит дворец золотой. В золотом дворце за дубовым столом боярин с бояриней сидят. Монетами гремят, деньги считают, золото да серебро перебирают. Меха и шубы мерят, шелка на плечи кидают, богатство своих сундуков проверяют. Деньги в руках мужа боярин говорит, да заговаривает. И жена передает мужу это все. Кручу, верчу, богатеть хочу. Чего коснусь, отовсюду деньги получу. Боярине моей шелка подарю, золотом одарю, меха ей на плечи кину, в сундуках серебро и злато, жить нам с женою сытно, ладно и богато. Спиридон, солнцеворот, с запада на восток, а богатство на наш порог. Пусть все сбудется в срок, слово в дело обращайся. Заклято живем отныне богато. Следующий раз. Так, вот он сказал, держит это все в руках. Опять вместе говорят. Муж и жена, одна судьба, одно дыхание, одна доля и богатство в две руки. Поле золотое, раздолье святое. Посреди поля золотого стоит дворец золотой. В золотом дворце за дубовым столом боярин с бояриней сидят. Монетами гремят, деньги считают, золото да серебро перебирают. Меха и шубы мерят, шелка на плечи кидают, богатство своих сундуков проверяют. Деньги в руках жены боярине говорит, да заговаривает. Муж передает это все ей на ладонь, сыпет. Кручу, верчу, богатеть хочу. Чего коснусь, отовсюду деньги получу.
Боярину своему шелка подарю, золотом одарю. Меха ему на плечи кину. В сундуках серебро и злато, жить нам с мужем сытно, ладно и богато. Спиридон солнцеворот, с запада на восток, а богатство на наш порог. Пусть все сбудется в срок. Слово в дело обращайся. Заклято. Живем отныне богато. И вот так вот 12 раз. Собственно говоря, одну часть вместе говорите до того момента, где сказано муж, жена передает ему на руки определенную горстку монет, денег, украшений, неважно. Он держит, читает. Вот прочитал, снова следующий заговор вместе читайте до определенного момента, там, где сказано уже о жене. Вот боярине говорит и заговаривает. Муж передает это все жене на руки, жена говорит, то есть довершает. Потом снова вместе начинаете до того момента, где муж говорит, она передает, молчит, муж говорит и так далее. 12 раз. И вскоре вы увидите, как это сильно на вас повлияет, на вашу жизнь. Проведите несколько раз в неделю. Вот сколько у вас будет желаний и настроения, так и проведите. Этот ритуал точно так же действует на приумножение имущества, как, например, ведьма Анеюшка, да, казначей Висар и так далее. То есть оно приумножает. Одно делает 2, 3, 4. Удачи вам в вашей семье. Живите богато, ладно. И самое главное в любви. Запомните, без любви с человеком жить нельзя. Просто нельзя. Это плохо закончится. Потому что любовь – это та энергия, которая дает и благополучие, и ощущение счастья, и здоровья, и все прочее. Именно любовь. Если человека не любите, не ради каких-то там чего-то, даже уважаете сильно, жалко, нельзя жить с этим человеком. Только нужно любить. Любовь закончилась, надо разойтись. А чтобы она не закончилась, знаете, семья – это целая наука. Чтобы она не закончилась, нужно стараться, нужно все время обновлять эти чувства. Нужно в чем-то себя ограничивать, в чем-то себя перевоспитывать. Но в любом случае стараться, чтобы человек, который рядом с тобой, был счастлив. Если вы чувствуете дискомфорт, это не ваша жизнь. Человек должен не терпеть в семье мужа или жену. Человек должен любить и радоваться, что есть рядом человек. Понимаете? Не терпеть. Когда уже все переходит в стадии терпеть, все, семьи там больше нет. Это уже иллюзия, желание себя обмануть, точнее самообман. А этого нам не нужно. Удачи вам и вашей семье.